Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар, который называется «Прямая трансляция «Ваше здоровье» с доктором Дуйко». Вы сегодня можете задать мне ваши вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Итак, также хочу сказать, что у нас идет трансляция еще и в Инстаграм. Ага, сейчас я включу ее. Итак, начинаем. Ваше здоровье с доктором Дуйко. И начинаем. Валентина Черкашина. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич, который очень благодарна вам за те знания, которые даете нам, пользуюсь ими. Спасибо, очень приятно. Валентина Черкашина. Очень хотела бы услышать от вас ответ на вопрос. Возможно ли излечить макулодистрофию и вдобавок к ней катаракту? Если да, то подскажите, пожалуйста, как это сделать. Макулодистрофия обычно формируется на фоне процессов, которые связаны со старением организма, уменьшением гормона роста. Также сейчас есть доказательства того, что в этом участвуют теломеры в самом формировании макулы. Есть исследования, которые говорят о том, что вещества, простагландины, которые являются веществами, липидами, которые образуются за счет появления у человека стресса и высокого кортизола, как следствие увеличения холестерина, липопротеидов, низкой и очень низкой плотности холестеринов, могут стимулировать в дальнейшем появление вот таких процессов, которые формируют в дальнейшем два типа макулодистрофии. Это влажная, сухая макулодистрофия. И тут такой вопрос, можно ли каким-либо образом помочь человеку? Ну, по крайней мере, есть два пути, которые следует знать наверняка. Первый путь — это путь того и понимания того, что, как ни странно, макулодистрофия является следствием длительно проявляющихся неврозов, и необходимо однозначно решать эту проблему, то есть обращать внимание на свое состояние психологическое. Необходимо принимать препараты, которые могут расширить сосуды, так как макулодистрофия возникает на фоне как раз сужения сосудов. Это препараты, принимать препараты вазодилататоры. Это прежде всего использование препаратов магния. Я рекомендую принимать препарат манкулит. В нем находится магний, находится калий и находится цинк. Препараты цинка, так как цинк участвует в вазодилатации и может помочь восстанавливать интиму сосуда. Также среди народных таких препаратов это препараты с витамином А и Е. Далее смотреть за тем, чтобы холестерин не повышался, проверить кровь свою и посмотреть, нет ли высокого холестерина. Опять-таки, на первое место необходимо ставить успокаивающие препараты, улучшить состояние сна, удлинить сон, попринимать магний, попринимать, может, какие-то препараты успокаивающие. В нашей компании это Паставид, Сирантал. Это препарат, такой есть у нас Депренгал. Это капельки такие, можно вот эти капли попринимать, тоже в небольшом количестве. Хороший, по моему мнению, препарат для сосудов, глаз, может быть препарат Катарфит, потому что он как раз восстанавливает и нервную ткань. Для людей, у которых на фоне возраста это сформировалось, рекомендую использовать препарат L-аргинин, потому что есть целый ряд исследований, которые говорят о том, что L-аргинин очень положительно влияет на состояние сосудов, глаз особенно. L-аргинин принимать по 1 чайной ложке на стакан воды. L-аргинин является мощнейшим вазодилататором, приводит к расширению сосудов, к улучшению состояния. Кстати, L-аргинин является аминокислотой, и применение, длительное время применения L-аргинина может способствовать снижению артериального давления без использования, как правило, препаратов, которые
целью которых является нормализация артериального давления. Поэтому, если выбирать между L-аргинином и принимать или какими-либо препаратами, то естественнее и проще применять, конечно же, L-аргинин. В нашей компании так препараты называются L-аргинин. Так, аккуратненько поверну. И макулодистрофию вдобавок к ней катаракту катарфит, манкулит и L-арнитин. И L-аргинин. Не L-арнитин, а L-аргинин. Кстати, разница у них тоже существенная. L-арнитин участвует как раз в снижении холестерина. У нас есть, кстати, такой препарат, он называется у нас Гепакс. В нем находятся две аминокислоты. Это L-аргинин и L-арнитин. L-арнитин участвует в улучшении состояния гепатоцитов, к устранению дистрофии или дистрофии печеночных, жирового гепатоза, который является дистрофией, любых дистрофических изменений печени. И второй препарат это L-аргинин, который участвует в улучшении кровоснабжения, улучшении расширения сосудов, которые возникают, которые нарушаются или у которых происходит нарушение функциональной деятельности на фоне атеросклероза, атеросклеротические изменения, диффузные изменения, дистрофичные изменения и так далее. Очищает сосуды, если можно так сказать. На самом деле такого понятия такого понятия нет. Но опять-таки, еще раз хочу вам сказать, что, как правило, наши переживания и стрессы являются тем, что в дальнейшем и приводит к тому, что у нас появляется целый ряд вот таких заболеваний. Обычно на фоне стресса, во время очень длительного стресса, после перенесенного стресса, как последствие, мы начинаем у нас существенно ухудшается наше здоровье. Здоровье сосудов, повышаются у нас липопротеиды, повышаются триглицериды, повышается холестерин, исчезает сон, кортизол повышается, который стимулирует простагландины, которые приводят к быстрому появлению тромботизации сосудов. В дальнейшем это приводит к появлению дистрофии. И это все в комплексе и приводит к целому ряду вот таких заболеваний. Поэтому успокаивающие или седативные препараты, такие несложные, препараты, которые в нашей компании это дипрингал, паставид, сирантал, это препараты магния и цинка. В нашей компании это цинк отдельно, витамин магний В6, который мы продаем, тоже можно принимать отдельно. Препарат катарфит. Надеюсь, было вам это интересно. Алла Горбаренко. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Какая психосоматика рака кожи? Как избежать повтора? Буду признательна за ответ. Нет такого понятия психосоматика рака. Так как рак может быть следствием влияния радиации. Почему? Есть целый ряд примеров, когда люди, которые участвовали в стабилизации и в очищении Чернобыльской атомной электростанции во время взрыва 1986 года, у этих людей очень часто формировался на фоне радиационного вот такого заражения, очень часто формировались злокачественные новообразования. На сегодняшний день не является или даже не ставится под сомнение радиационное загрязнение, в дальнейшем приводит к мутации клеток, нарушается процесс апоптоза, митоза и в дальнейшем формируется, как последствие формируются вот эти переокислительные состояния, которые в дальнейшем приводят к появлению онкологических заболеваний. Не имеет значения, онкологическое заболевание может быть следствием какой-то капли, которая была радиационно опасна или радиационно заражена. В чем вообще все проблемы онкологии? Если рассматривать эзотерическую сторону, там говорят, что тяжелые заболевания, в ходе которых человек должен умереть, являются следствием полного исчезновения у него энергии. И там сразу же говорится, а что же такое энергия человека? Энергия человека — это энергия жизни, которая заключается в том, что человек ощущает эту жизнь и радуется. Накапливает энергию своей жизни человек в тот момент, когда он радуется хотя бы чему-то. То есть в противовес депрессии, которая возникает у человека от разочарований,
Они считают, что там тоже о депрессии говорится, то есть в момент того, когда человек испытывает стресс, депрессию и страх, формируется там черная желчь, они говорят. А в тот момент, когда у человека формируется радость и так далее, то это своего рода такие очистительные процедуры. То есть у человека появляется благодарность, радость, счастье внутреннее. Они это именно и называют энергией жизни. То есть по-другому человек, который ощущает жизнь, человек, который радуется жизни, человек, который восхищается, наверное, жизнью, ощущает эту жизнь, у него достаточно энергии. Но целый ряд таких, по-другому, как бы психосоматически, это выглядит так. Чем больше человек нагружает себя проблемами, а они же могут длиться на протяжении дня бесконечное количество времени. Допустим, навязчивая идея того, как рассчитаться в случае, если нет денег, может быть очень навязчивой и болезненной. Человек может очень долго завидовать, очень долго обижаться, подолгу вредничать из-за того, что там подолгу бояться кого-либо или подолгу мечтать о чем-то, а разочаровываться от того, что там кто-то не выполнил, иметь претензии к людям, вообще просто иметь плохое настроение. Человек может навязчиво думать о переживаниях, которые ему, показывают или которые навязывают ему социальные сети и так далее. То есть можно так разобраться и посмотреть, что очень много людей есть, которые постоянно, ежедневно, стандартно находятся в стрессе, переживаниях и внутреннем испытывании состояния стресса, невроза. Они потом эти все состояния переходят в невротические, это формирует невроз. Невроз, в свою очередь, может формировать в дальнейшем, вот как я уже говорил, тромбозы сосудов, это может влиять на повышение кислотности, на снижение кислотности желудка, может влиять на формирование выделительной функции эндокринных желез. То есть у человека может на этом фоне формироваться там гипофункция щитовидной железы, может формироваться сахарный диабет второго типа, ну и целый ряд вот этих нюансов также существует. Поэтому вот эзотерическая точка зрения, она звучит так: энергии много, человек может лечить и может быть радостным, никогда не заболеет. Если он испытывает бесконечную грусть, то он, скорее всего, вылечиться не сможет. Ну и как квинтэссенция этого всего — это рак. То есть рак — это тотальное падение энергии, у человека ее нет. Вернемся все-таки к радиационной теории и к биоокислительной, которая между собой связана. Существует биоокислительная теория, которая говорит о том, что в момент того, когда человек дышит, у него происходит процесс, который называется процесс ацетилхолирования. Это когда когда белки расщепляются, то одни могут выходить, или расщепляясь за счет кислорода, одни могут превращаться в соединения азота, другие в соединения углеродов, и между ними может находиться свободный радикал. То есть это обмен клеток, формирование клеток белковых, управление белковыми клетками и жизнедеятельность. В тот момент, когда происходит очень длительно у человека жизнь, то происходит сбой, который связан с тем, что свободные радикалы, компоненты, которые накапливаются во время такого биоокислительного процесса, они могут накапливаться в организме за счет, как правило, радиации. Потому что когда человек живет, то его биоокислительная функция в организме с накоплением свободных радикальных соединений, она может быть произвольной, медленной и не быстрой. Во время радиационной опасности такое расщепление или такое биоксидантное воздействие на человека происходит очень активно, то есть происходит мгновенно, быстро, с огромной силой, и организм не справляется с тем, чтобы восстанавливать новые клетки, формировать новые клетки. То есть, скорее всего, количество клеток, которые разрушаются, гораздо больше, чем те клетки, которые появляются и должны самовосстанавливаться. То есть должен происходить митоз. В этом случае происходит, наш организм, он может с этим всем справляться. Кстати, любые витаминные комплексы, там аскорбиновая кислота, кстати, при катаракте и при заболеваниях макулодистрофии очень рекомендую использовать аскорбиновую кислоту. Прям очень рекомендую, причем в большой дозировке. Это 1000 миллиграмм один раз в день. Вернемся все же к теме этой. И наш организм, он
может справляться, и для того, чтобы справляться с тем, чтобы выводить эти свободные радикалы, в нашем организме есть внутренняя эндогенная аминокислота, которая формируется из двух экзогенных. Есть две экзогенные аминокислоты, которые мы можем использовать и можем принимать с продуктами питания. Это аминокислота цистериновая и аминокислота цистеиновая. Цистериновая аминокислота и цистеиновая, они в нашем организме могут формировать путем синтеза, образуя эндогенно цистиновую кислоту, цистин. Вот этот цистин, он впервые был синтезирован учеными в Советском Союзе, по-моему, в Минске. И это было сделано в начале 1976 года двумя учеными. Один, по-моему, Шувалов, его фамилия была, и второго Липсиц. И они синтезировали аминокислоту цистин, молекула которой имеет большое количество свободных электронов, к которым в нашем теле могут крепиться вот эти свободные радикалы, которые возникают на фоне биологического переокисления наших клеток. И в длительном промежутке времени именно данную аминокислоту цистин использовали как основной компонент при лечении радиационного облучения или лучевой болезни. Я с этим абсолютно согласен, но помимо всего прочего я хочу сказать, что если принимать цистин, я его принимаю тоже, если принимать цистин, то улучшается настроение, улучшается самочувствие, исчезает гипертония, то есть частота гипертонических кризов уменьшается. Если цистин принимать, то очень хорошее происходит и внешне заметный геронтологический эффект. Молодеешь. Если принимать с аскорбиновой кислотой, то улучшается состояние желудка и суставов. Если принимать, допустим, с какими-нибудь препаратами, то улучшает работу препаратов. Я считаю, что нужно этот процесс изучать, более его активно рассматривать, так как применение препарата цистин во время использования химиотерапии, допустим, доксирубицина, в группе, которые принимают дополнительно цистин, и в группе, где не принимают цистин, показала результативность использования химиотерапии с уменьшением в дальнейшем опухоли, с великолепным течением заболеваний, уменьшением метастазирования в дальнейшем и так далее. То есть можно сказать, что данную аминокислоту можно рассматривать в процессе дополнительного лечения онкологических новообразований при лучевой терапии, при радиотерапии, лучевой терапии, при каких-либо терапиях, связанных с геронтологическими эффектами, применение нистатинов, применение, допустим, применение антибиотиков совместно с цистином улучшает общее действие. Применение противовирусных препаратов. Все в комплексе очень эффективно. Улучшает общий гемостаз, улучшает общую гомеопоэз эритроцита и так далее. То есть я могу сказать, что это очень эффективно, очень рекомендую. Хотите помолодеть, хотите, чтобы не было опухолей, хотите, чтобы в дальнейшем не было онкологии, применяйте препарат цистин с любым противоопухолевым препаратом. Какие есть противоопухолевые препараты в нашей компании? Первый препарат противоопухолевый называется битулин. О битулине можно читать бесконечно, потому что с каждым годом количество исследований все увеличивается и увеличивается. И тут такой вопрос: Андрей Андреевич, почему же тогда битулин сейчас не используется широко в нашей традиционной медицине? Битулин мог бы широко использоваться в нашей традиционной медицине, но есть минус. Дело в том, что в традиционной медицине как бы принято использовать синтетические продукты.
Для того, чтобы на сегодняшний день изготовить бетулин, необходимо взять бетулин, после чего взять бересту березы, после чего провести экстракцию. После этого из этой экстракции растворителями вывести сам бетулин. После чего необходимо синтезировать бетулин таким образом, чтобы он был чистый и так далее. Все это очень энергозатратно. Собирание коры, после этого синтез этой коры, после этого отделение одного вещества от другого, там лиофилизация этого всего. Это все в дальнейшем приводит к тому, что препарат становится неудобным. Также препарат неудобен из-за того, что сам по себе он ни водонерастворимый, ни спиртонерастворимый, поэтому сделать из него инъекцию, это еще дополнительно необходимо ультразвуковая кавитация, сделать там дисперсный раствор какой-то, ну и так далее и тому подобное, водно-дисперсный. И он еще имеет такие процессы, там остаточные формы бетулина могут вступать в реакцию, поэтому необходимы какие-то консерванты, он с какими-то консервантами вступает в реакцию, и это все очень сложно. Но при этом есть уже целый ряд исследований, когда пытаются создать бетулин только синтетический, и в тот момент, когда они создадут синтетический препарат бетулин, то этот препарат будет также использоваться, я в этом уверен на 100%, как лейкоплакин, как доксирубицин и как любые препараты химиотерапии. В нашей компании этот препарат есть. Я заморочился и сделал из коры березы сложными такими путями бетулин. А потом из самого бетулина еще более сложным путем сделал бетулиновую кислоту, как бы произвел синтез бетулиновой кислоты. Именно бетулиновой, не бетулоновой. И могу сказать, что на сегодняшний день бетулиновая кислота зарекомендовала себя как препарат и геронтологический, и противовирусный, и противовоспалительный, а бетулин противоопухолевый. Также, если совместно принимать его, в книгах пишется о том, что есть целый ряд исследований действия бетулина. Его функциональное действие основано на выборочном апоптозе клеток онкологических новообразований в тканях. Допустим, на сегодняшний день, в случае, если есть болезнь, там, онкологическое новообразование, ну, какое-нибудь возьмем, там, саркома, то сама саркома это целый конгломерат между собой объединенных клеток злокачественных, которые могут разрастаться, поражая соседние органы. И сама мишень, она является не частью нашего организма, а, грубо можно сказать, объединенные между собой здоровые клетки с опухолевыми новообразованиями в конгломерат, в такие прямо каскады. И если рассматривать под микроскопом, то очень часто видим вот какую-то как смесь этого всего. Лингином это все между собой дистрофируется, и мы видим вот такие части, прямо вот дистрофичные изменения новообразований наших тканей, плавления и прочее, прочее. И один из препаратов, который удивительно может воздействовать, это выборочное влияние на клетку опухолевидного новообразования с дальнейшим апоптозом, то есть по-другому засыханием данной клетки самостоятельно. То есть бетулин способен при определенной концентрации и при определенном воздействии, при длительном применении, способен накапливаться в злокачественных новообразованиях и в дальнейшем приводить к тому, что злокачественное новообразование, в нем происходит многократный апоптоз клетки и выборочное исчезание опухоли. Чем это может быть интересным? В случае, если опухоль небольшая, в случае, если опухоль не агрессивную форму имеет, то введение местно препарата бетулина, там, водорастворимого, способно приводить к апоптозу, и это очень показательные такие примеры. Это все необходимо изучать. Почему наша медицина это не использует? Это связано с тем, что данный препарат для медицины должен быть очень дорогостоящим, потому что сама система продажи медицинских препаратов во всех странах имеет очень сложную систему контроля и распространения. Это связано с
связано и с изучением, и связано с исследованиями, и в дальнейшем с продажей и так далее. И вот усложненная эта система делает препарат чрезвычайно дорогим. То есть препарат, который вы можете покупать, который может стоить там $1000, ну, дай бог, чтобы вы никогда такие препараты не покупали, его изготовление должно быть не более $10. А в случае, если препарат стоит $100 в изготовлении, то тогда он может стоить десятки тысяч. Куда же деваются это деньги? Эти деньги связаны с тем, что фармбизнес, он связан с такой пирамидальной системой, и есть целый ряд людей, которые занимаются тем, чтобы привезти, мерчендайзеры, провизоры, доставка, отправка и так далее и тому подобное. И это все очень-очень дорого стоит, потому что это такой бизнес, который и контролируется, и из-за этого его стоимость постоянно растет, и из-за этого мы видим то, что мы видим. Поэтому, конечно же, есть препараты, есть ряд исследований, которые говорят, что бетулиновая кислота способна излечивать онкологические новообразования, излечивать гепатит. Бетулин излечивать гепатит, при циррозе печени, там есть детские исследования детского цирроза печени и так далее. То есть все это бетулин. Он способен в случае, если его применять терапевтически и стабильно. Слава богу, в нашей стране его не рассматривают сейчас как медпрепарат. И поэтому, в отличие от других стран, потому что в Германии, в Австрии его сейчас рассматривают как гомеопатический препарат, а бетулиновую кислоту уже рассматривают как препарат онкопротектор и гепатопротектор, и еще и препарат, из которого сейчас синтезировали вещество, уже синтетическое, которым уже начали лечить синдром иммунного дефицита. И вот сейчас было буквально несколько дней назад объявлено в средствах масс-медиа о том, что есть препарат или существует препарат, которым можно уже вылечивать синдром иммунного дефицита. Так вот, хочу вам сказать, что основа этого всего это бетулиновая кислота и ее синтез в дальнейшем. То есть это не отделение, а уже синтетический продукт бетулиновой кислоты, который способен изменить ход событий данного заболевания, неизлечимого до ныне. В нашей компании есть и бетулиновая кислота, и бетулин. Вы можете приобрести, перейдя на сайт tf.ua. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. У моего мужа уже 3 месяца температура 37,3. И она начинает подниматься после обеда. Были боли в тазобедренном суставе, пролечились, прошли боли, а температура не проходит. Любая температура есть следствие повышения воспалительных процессов. То есть, скорее всего, в организме есть стабильное повышение температуры. Это, как правило, возникает на фоне любого воспаления. Какие могут быть воспаления? Любые. Они могут быть там суставных тканей, может быть развитие ревматоидного заболевания. Вообще длительная температура, которая исчезает и потом которая держится, это первые признаки ревматизма. То есть в дальнейшем такая латентная такая температура, она в дальнейшем может перейти, исчезнуть. То есть попринимать там противовоспалительные препараты, она может исчезать. Но я хочу вам сказать, что обратите на это внимание. Каким образом? Мой совет такой: проведите, вернее, исследование крови и проверьте наличие ревмофактора, потому что это очень важно. И в случае, если ревмофактор есть, то тогда в ревматологии просто получите там правильное лечение. Скорее всего, там нужно сдать исследование антистрептолизин, С-реактивный белок и ревмофактор. И в случае, если какие-либо из этих показателей там не в норме, то соблюдать соответствующую терапию. Вот так. При ревматизме ревматизм может начинаться с активной боли в суставе, там, в ухудшении настроения, там, в ухудшении иммунитета. Потом может переходить в латентную форму, в ходе которого человек может до 3 месяцев болеть просто повышением температуры, без всяких ощущений, которые никаким образом не проявляются. Потом это может полностью исчезать.
Через полгода может проявляться уже в виде там, тяжелейшей или агрессивной форме. Какой? Как правило, это заболевание сердца, резкое заболевание сердца и ревматизм сердца, ревматизм сосудов может формироваться на этом фоне и так далее. На сегодняшний день уже процентов на 90 говорят, что заболевания сердца, которые приводят в дальнейшем к инфаркту, приводят в дальнейшем к разрушению суставов, к сердечной недостаточности, в большинстве своем является тем, что человек вовремя не обратил внимания на то, что он заболел ревматизмом. На сегодняшний день ревматизм можно диагностировать, и вот вам как раз я хочу сделать или подсказать, чтобы вы начали именно с этого. А так, чем лечить? Ну, к сожалению, для того, чтобы что-то лечить, необходимо знать, чем человек болеет. В вашем случае пока ответа не имею. Можно ли как-то ему помочь? Донат пошлю. Можно. Сделайте развернутое исследование крови, проведите ревмопробы, и после чего можете написать мне, я скажу, что нужно делать. Доброго дня, Андрій Андрійович, щиро дякую за вашу працю. Ви дуже гарна і позитивна людина. Всього найкраще вам, вашій сім'ї. А що, ми вже розходимось чи що? Хочу запитати, і придбала у вас таку медицину, як інфарктин і Енескард. Чи можу я приймати при діагнозі брадикардії, ішемічно маю стенд? Так, так. І той препарат я вам дуже рекомендую. При брадикардії, при ішемічній хворобі серця я рекомендую препарати як Енескард, так і антиінфарктин. Вони оба дуже гарні. Також я хочу вам сказати, що дуже гарно для вас буде це підтримка серця, а наше серце, согласно тибетської медицини, дуже реагує на продукти бджоловодства. Це мой препарат, который называется маточное молочко, и второй препарат, который называется Апимокс. А вообще цветочная пыльца, меда по чуть-чуть на протяжении дня, особенно в вечернее время. Да, вам подходит, по одной таблетке 3 раза в день принимайте. Анна Гальчук. Доброго вечора, дякую щиро за подарунок, за вашу книгу дякую. Дуже хочу навчитися жити з вашими порадами, дякую. Ви безцінні. Ну, приємно. Надію, що зможу змінити своє життя на краще. Так, дуже багато людей в мене є, тих людей, які йдуть за мною. І у дуже багатьох людей змінюється життя, і я це бачу, бо ці люди надалі мені пишуть дуже гарні листи. Пишуть, що ми дякуємо вам, і пишуть, що життя дуже змінилося, тому так, йдіть, я щаслив. Если учиться у счастливого человека, то сам становишься счастливым. Светлана Варпол. Дорогой, хороший. Папе 90 лет. У него обострился артроз. Болят все суставы. Не может ходить. Скрипят колени. Скажите, чем помочь? Первое, что нужно знать. Артроз при холоде, артроз при холоде у взрослых людей часто является следствием недостаточной выработки или усвоения аскорбиновой кислоты. Прямо советую вам, давайте ему высокие дозировки аскорбиновой кислоты. Вы будете в шоке, насколько это активно и хорошо работает. Давайте просто витамин С вашему папе. Давайте ему витамин С, допустим, там, 1000 миллиграмм 1 раз в день или там, по полтаблетки 2 раза в день. Это совершенно безопасно. Второе. Для того, чтобы не было быстрого такого течения артроза, можете ему давать коллаген, второй препарат гиалуроновая кислота и мой препарат в компании артрозин и артрозин. Можете еще использовать мазь Габбана. Вот, можно мазь Габбана. У меня работает вместе со мной женщина и работает как ассистент. И в какой-то момент она выскакивала на улицу, я еще говорю: Ира, не выскакивайте на улицу, зачем вам это нужно? И она мне говорит: Андрей Андреевич, я такая здоровая, у меня никогда ничего не болит там, и так далее. И после чего приходит вечером и говорит: Андрей Андреевич, все, у меня артрит лицевой, у меня, вернее,
воспаление лицевого нерва, и я себя очень плохо чувствую, поднялась температура, целую ночь не сплю. Все, завтра я поеду, пусть мне там врачи наколят и так далее. Буду сейчас проводить вот эту терапию, хочу там и то сделать. Там. Я говорю, зачем, Ира? Зачем? Давай просто Мовалис или там диклофенак уколем тебе и просто возьми мою мазь. Она, какая мазь, я в это все не верю, мне это вообще никогда не помогало, мне никакие мази не помогают. Я говорю, послушай, я знаю, что никакие мази тебе не помогают, но моя мазь 100% поможет. Она говорит, ну давайте. И я ей дал баночку этой мази Габбана. И она говорит, да не может быть, я мазала, обмоталась, она ничем не пахнет, легла спать, утром проснулась, все, ничего не болит. И говорит, это шок вызвало у меня, как эта мазь может это делать. Эта мазь необычная, об этой мази ходят легенды. Где эти легенды ходят, вы же их не слышали, правильно? Есть книга, которую написала целительница. Эта книга, ее, наверное, путешествия и исследований разных целителей. Она путешествовала, пробовала там в Болгарии, ездила там альфарам разным, и они давали ей какую-либо информацию о том, как заниматься целительством. И где-то в Чехии, по-моему, ей подсказали о том, что в Чехии была мазь, которую покупали, которой пользовались только богатые люди, которую покупали только за золото. И ее могли изготавливать только там несколько людей. И эта мазь там всегда скрывалась и была тайной, но потом они ее сделали и поделились с ней рецептом. Вот так вот это все странно. Но тем не менее такую рукопись действительно я потом нашел в интернете. И в действительности, да, в этой рукописи, в фолианте каком-то, там было указано, что да, действительно существовала чешская мазь, где можно было соединить ингредиенты, среди которых есть такие необычные ингредиенты, это сера и это скипидар. То есть, если определенным образом соединять, там сера, скипидар, там определенные масла, то можно сварить вот эту чудесную мазь. Я ее сделал, она называется в нашей компании мазь Габбана, и она действительно очень помогает при остеохондрозе, при воспалении, связанном с холодом, при возникновении там, каких-либо воспалительных процессов, там, шеи, суглоба, сустава, пальца, при там, местном болезненном синдроме, допустим, при артрите местном каком-либо и так далее. Очень рекомендую. Правда, очень хорошая мазь. Такая же, не хуже, чем золотой бальзам. Ну, а в некоторых случаях, вот как с ней, лучше. Андрій Андрійович, підскажіть, як допомогти внуці 13 років, побороти страх ходити до школи. Вже третій місяць не ходить, каже, що боїться, звертались до психолога. До жовтня проблем не було, дякую. Ребенка депрессия, она так и проявляется. То есть невроз превратился в депрессию, и она сейчас находится в депрессии. Напишите мне в Телеграм, и я вам скажу и назначу препарат, который необходимо вам принимать. Я прям наверняка могу сказать, что улучшение будет. Сейчас у детей это широко распространенная тема, особенно в возрасте 13, так и у взрослых тоже. И применение правильных антидепрессантов в большинстве своем делают очень мощно, очень хорошую работу. Но для этого необходимо увидеть все же ребенка. Психолог вам не нужен, если хотите мое мнение. Если ребенок не ходит и он становится асоциальный, то это уже повод обратиться не к психологу, а к психиатру. Но давайте не будем доводить ребенка до этого, она еще маленькая, вот назначить препараты я смогу. Доброго вечора, дуже сильно випадає волосся. Аналізи та УЗД в нормі, маски та шампуні не допомагають. Що можете порадити? Дякую. Очень часто вы мужчина или женщина? Дело в том, что это очень имеет значение. Ванюша – это мужчина. Вы мужчина или женщина? Ладно. Да что вы не пишете? Смотрите. У мужчин и у женщин по-разному могут выпадать волосы. У женщин может выпадать на фоне поликистоза яичников.
У женщин очень часто может быть тоже андрогенная аллопеция. Но в отличие от мужчин, у которых она вызывается тем, что у них падает уровень тестостерона в крови, то у женщин наоборот растет тестостерон. Когда растет тестостерон? Он может расти на фоне невроза, голодания, похудения, на фоне поликистоза яичников. Я для этой цели изготовил специальный препарат. Нужно сдать гормональную панель и посмотреть прогестерон, эстрадиол и тестостерон. Но я хочу вам сказать, что в большинстве своем, в случае, если начать давать препарат, купирующий количество тестостерона у женщины, у которой активно выпадают волосы, особенно в передней части, вот здесь вот лба, и при этом давать в виде 3 препаратов. Один называется Волосатик моей компании, второй называется Мускус моей компании и третий Тест-Стоп. Тест-Стоп 1 таблетка 2 раза в день, Мускус 1 чайная ложка 2 раза в день и Волосатикс 2 таблетки 2 раза в день. То волосы начинают расти и перестают выпадать. Очень часто активное выпадение волос может являться следствием климакса, появлением ревматоидных заболеваний, каких-либо, проявлением стресса и даже каких-либо неврозов, бессонницы. При высоком холестерине у женщин могут выпадать волосы. При панических атаках, депрессивных эпизодах, депрессиях, неврозах, невротических расстройствах это все может проявляться в виде выпадения волос. Что нужно ставить на первое место? Проверка крови на тестостерон. И второе это любые седативные препараты. Хочу еще раз напомнить, в моей компании есть целый ряд седативных препаратов и антидепрессантов. Седативные препараты это Сирантал, Мирмил, антидепрессанты это Паставит, Диторекс. Есть препараты, которые имеют смешанную и антидепрессивную, и седативное действие. Это препарат Апсантин, мой любимый, кстати. Апсантин, вот, кстати, ребенку, у которого эти проблемы, нужно, по идее, принимать магний B6, Апсантин препарат, Паставит препарат и Сирантал. Вот все 3. Поэтому мазать ничем не получится, это бесполезно. А вот попринимать все-таки, попринимать препарат Тестоп, Мускус и Волосатикс неплохо было. Андрей, здрасте. Недавно прочла, что идет исследование лекарства целиакии. Не могли бы вы сказать, в каком году оно появится и можно ли моей дочке избавиться со временем от него? Я знаю, что там, да, действительно такое есть. Я знаю, что там особенность такая, у людей, у которых есть такое заболевание, происходит неусвоение калия очень часто. И применение препарата, который будет там, приносить калий или доносить калий, изменение функциональной деятельности энзимов клеточных, там, коэнзима Q10, использование никотиновой кислоты, это все вот в комплексе может привести к улучшению общего состояния. Скорее всего, да, сможет избавиться в дальнейшем. Сейчас есть целый ряд уже вот, механизмов таких, которые исследованы, которые доказаны. И осталось только изготовить аминокислоты, которые будут соответствовать этому всему. Вы же понимаете, что, допустим, инсулин состоит из 72 аминокислот. И эти 72 аминокислоты, их невозможно синтезировать, потому что они таким образом связаны уже вот в этот инсулин. И как их можно изготовить, неизвестно, потому что синтез на сегодняшний день аминокислот, ну, он невозможен. Мы еще в медицине не определили, как аминокислота или ее рисунок, как она состоит и так далее. Сейчас только вот 5 аминокислот, определили их внешнее положение, как они там соединены, определили закономерности. Это создаст революцию с использованием искусственного интеллекта, где, я так думаю, лет через 10 уже таких вопросов, как, допустим, ревматоидные заболевания или старение, может не возникать у человечества. Все это можно будет лечить обычными синтезированными аминокислотами.
И применение инсулина уже не свиного, допустим, а применение объединенных между собой синтезированных аминокислот может являться, объединенных в эти 72 аминокислоты в виде инсулина, может вводиться и в виде капсулы там, дополнительно стимулировать появление островков Лангерганса, которые в дальнейшем могут помогать избавиться от данного заболевания. Я думаю, это произойдет в ближайшие 5-7 лет. Надо подождать. Мы сейчас находимся перед настоящим прорывом в медицине. Прямо настоящим, фантастическим, невероятным, нереальным. Я думаю, что мы, наверное, последнее поколение, которое умрет от болезней и своей смерти. Потому что я думаю, что уже поколение наших детей, они, возможно, будут добровольно выбирать для себя, жить им или нет, потому что в большинстве своем сейчас становится понятным, что те системы, которые управляют сейчас там, жизнью и смертью в человеческом организме, лечение всех абсолютно заболеваний может происходить путем создания определенного вида аминокислот, которые как раз могут быть как реактивными белками, как иммуноглобулинами, как определенными там, веществами. Все это уже изучено, осталось только заниматься синтезом. Но из-за сложности внешнего вида синтезировать сложно, так как непонятно было даже закономерность. Но с использованием сейчас мега вот этих микроскопов, получением информации, внесение это в искусственный интеллект, это стало все доступно, и анализ происходит глобальный. Если человечество бы этим занималось, оно бы это открыло только там через сотни миллионов лет. Так сейчас за счет того, что есть вот такая помощь человеку в виде искусственного интеллекта, я думаю, что ряд таких заболеваний, как муковисцидоз или там, любых генетических или заболеваний, связанных там, с чем? С эндокринными заболеваниями, там, карликовость, нанизм или там, Коновалова-Вилсона, такие болезни могут исчезнуть в дальнейшем, и люди о них даже вспомнить не смогут. Доброго вечора. Як позбутися трофічних виразок 2 штуки на лівій нозі? Щиро дякую вам за відповідь. Трофічні язви, як правило, з'являються у людини на фоні якоїсь хвороби. Як правило, це хвороба сахарний діабет 2-го чи 1-го типу. Ну, як правило, це сахарний діабет 2-го типу. Але це не все. Це може ще бути полінейропатія, це може бути ще відключення нервової тканини від там, позвоночнику, це може бути там, чимось іншим, артеріосклероз нижніх кінцівок. І що робити? Як позбутися? Ну, перше, це припинити приймати вуглеводи, глюкозу, алкоголь. Друге, це потрібно приймати альфа-ліпоєву кислоту і приймати препарат, це мазь моєї компанії, він дуже потужний. Це препарат називається мазь антитроф. Його закажіть собі, і ви мені скажете велике дякую. Я вам пропоную позбавитись мазью антитроф. Також до ендокринолога, бо якщо у вас там гангрена вже, і вона там формірується на фоні дуже важкого сахарного діабету, і вам, можливо, потрібна інша допомога. Там, потрібні там, крапельниці, чи потрібні якісь ін'єкції, може, ще потрібні антибіотики, там, ще щось. Але як зробити, щоб вона затягнулась, вас не мучила так? Можна оцією мазю. Вона дуже-дуже гарно працює. Дуже. Навіть при діабеті другого типу, навіть при пораженнях атеросклерозу, артеріосклерозу, при язвах, які виникають на фоні там, тромбоза нижніх кінцівок, то використовування даної мазі дуже-дуже сприяє зменшенню трофічної язви. Використовуйте, будь ласка. Єдність. Доброго дня. Що краще приймати при грижі в шейному відділу хребта? Терпнуть пальці рук. Возьмите обычные капли, они называются анисово-нашатырные. И капайте по 10 капель. Кстати, дедушке, у которого все болит, тоже это делайте. И капайте по 10 капель на стаканчик воды анисово-нашатырных капель. Купите просто в аптеке. И пейте 2-3 раза в день. Также такими анисово-нашатырными каплями растирайте место вашей
грыжи. Купите себе аппликатор Кузнецова, это такое одеяльце, оно мягкое, на губке пошитое. И сверху эти аппликаторы, это пластмассовые бляшечки или блинчики, на которых напаяны иголочки. И они там в ряд идут. Вот если ложиться перед сном на такие пластиночки или на такой аппликатор на 10 минут ежедневно, на 10-30 минут перед самым сном, и делать это ежедневно, то уходят следующие проблемы. Шум в ушах, головокружение, боль в шейном отделе. Излечивается заболевание грыжи шморля, излечивается заболевание листоза, это подвижность позвонка. И целый ряд проблем исчезает. Единственный минус — это дисциплинированное использование. То есть, если вы решили этим заниматься, то дисциплинированно это делайте. Очень помогает папаин при грыже шморля. Папаин находится у меня в мази, которая называется вертебрализовая мазь. Используйте эту мазь. И второй препарат, он тоже связан с функциональной деятельностью нервных импульсов, с улучшением ликвора межпозвонковой жидкости. И вот этот препарат называется вертебрализ. Очень рекомендую его принимать, 2 таблетки 3 раза в день. Андрей Андреевич, добрый вечер. Недавно во время гастроскопии у меня обнаружили узловатость в 12-перстной кишке. Взяли на биопсию. Ответ будет через 2 месяца. Эта узловатость опасна, стоит переживать, да. Это опасность это опасная узловатость. Скорее всего, это дивертикул, и скорее всего, в вашем случае он недоброкачественный. Как-то так. Стоит переживать, да, стоит. Толкын Нурбекова. Добрый вечер, учитель. Как и что помогает больному с переломом костей, ключицы, ноги днем и ночью ноет? Противовоспалительные препараты необходимо принимать. Это нестероидные противовоспалительные препараты, какие продаются у вас, или немесил. Можно еще обезболивающие препараты, какие-либо, я не могу называть их. Врач должен назначать. Что необходимо? Попросите врача, который смотрит за вами, попросите, чтобы он назначил вам дополнительно еще терапию, чтобы вы не ощущали такой боли. По идее, при переломах ничего болеть не должно, потому что если повязка зафиксирована, если гипс наложен и человек находится в неподвижном состоянии, то процесс заживления происходит без особых отеков и ухудшений состояния. Обычно используют местно, то есть внешне используют мазь какую-нибудь там с диклофенаком, там с Вольтарен или диклофенак, гели, вот такие. Из препаратов кальций обязательно и кремний. Кремний и кальций вместе очень помогают с заживлением суставов и с заживлением тканей. В моей компании есть 3 препарата. Это антитокс драй, это препарат каолин жидкий, препарат кальций жидкий и очень хороший препарат мицникистки. Как в народе лечат такие болезни? Берут яичную кожуру и берут яичные кожуры так, чтобы получилось 4-5 ложек столовых. И добавляют, вот на 5 ложек столовых добавляют сок 1 лимона. Настаивают это все, получается паста. Такую пасту принимают пол чайной ложки 1 раз в день. Это тоже улучшает состояние как раз при переломе. Добрый день, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить варикоцели? Вижу, что сын после обследования немного паник. Сомнения о том, будут ли дети. Варикоцели не воздействуют негативно на появление детей, так как никаким образом не воздействует на формирование спермогенеза, который есть в яичках мужчины. Поэтому это никаким образом не подействует на то, будут у него дети или нет. А вот беспокойство, которое возникает на фоне того, что там появляется болевой синдром, там увеличение объема и так далее, это, конечно, не очень приятно. Что необходимо делать?
Вообще варикоцеле очень помогает, если человек принимает мускатный орех. 1 чайная ложка на стакан кипятка мускатного ореха заваривается, пить 1-2 раза в день. Грыжник голый тоже заваривает человек. 1 чайная ложка на стакан воды, пить по 1 стакану 2 раза в день. Очень наблюдать при этом, чтобы не тошнило. Третье — это наливать холодную воду и выходить вот сейчас снег, выскакивать и топать. Вот так, быстро-быстро, как бы бежать на одном месте. Не больше, высоко поднимая колени, не больше 1-2 минут. Вот если это делать 30 дней, то очень-очень улучшается состояние, все подтягивается. Валентина Замулька. Добрий день, Андрій Андрійович. Вже більше півроку бачу блискавки в кінчиках очей, коли темно. Дякую, з повагою. Це тиск. Завжди, коли тиск підіймається, то ми бачимо в уголках очей бліки, вони жовтого чи білого кольору. Але завжди, чим жовтіше, тим хуже. А якщо білі, то це ще не хуже. Що потрібно робити? Потрібно купити тонометр і в цей момент дивитись за тиском, щоб він не підіймався. Який тиск є нормою? Нормою тиск є це такі показники 130 на 80. Це максимум. І коли ви бачите 140, 150, 160, там, вмісто 90, 80, 90, 100, 120 і так далі, це каже, що потрібно тиск зменшувати. Якими препаратами моєї компанії я рекомендую зменшувати тиск? Цих препаратів 4. Перший – це шоломник, другий препарат називається Соня, третій препарат називається ЄМА і четвертий – Тонізон. Можна ще до них L-аргінін. А можно просто L-аргинин принимать. L-аргинин, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Вообще методов, как снизить давление, очень много. Ну и сейчас во время этого вебинара я точно не смогу рассказать. Есть очень много хороших препаратов, в последнее время их прямо появилось очень много. Но один из них хороший, вот триплексам. Из-за того, что в триплексаме используется действие 3 компонентов, которые очень мощно могут как бы купировать все 3 проблемы. Первая проблема – это проблема появления у человека гипертензивного гормона. Второе – это адреналина. И третье – это кальция. То есть это препараты, одни блокируют адреналин, другие и справляются со стрессом, другие, а стресс приводит к вазоконстрикции, то есть спазму сосуда. Дальше второй препарат, второе действующее вещество, это препарат, который является фактически сородичем агамелатина и влияет на мелатониновые рецепторы, как бы приводя к вазодилатации химически, и может помочь избавиться от адреноблокаторов, как бы тормозя их воздействие на интиму сосуда и не приводя больше в дальнейшей вазоконстрикции, то есть не сужает проход сосудов. Ну и третье это, скорее всего, лазарпин. И он идет вот в таком препарате, который может купировать появление гормона, который выделяется нашим гипофизом, который называется у нас гипертензивный гормон. Ну и вот соединение всех 3 этих компонентов — это самый лучший препарат на сегодняшний день, который называется у нас триплексам. Их разновидность очень большая, но я могу сказать, если, допустим, вам не подходит дозировка, какие они там бывают, 1,5, там 5, 1,5, то тогда принимайте дозировку выше. Обычно выходят на такую дозировку, в ходе которой прием 1 таблетки 1 раз в день способно контролировать артериальное давление человека на протяжении целых суток. В чем особенность? Особенность в том, что в комплексе данные препараты, они могут тормозить развитие гипертонии. В случае, если препарат не подходит, то можно просто увеличить дозировку данного препарата для того, чтобы купировать и придерживать дальнейшее появление болезни.
Но это же не излечение. Почему? Я считаю, что заболевание гипертонии — это заболевание невроз. И лечение гипертонии — это лечение невроза и лечение мочеполовой системы. Ну, как правило, если лечить невроз, то все можно вылечить. Виталий Павленко. Добрый день, Андрей Андреевич. Как при помощи ваших кодов можно вылечить онкологию и молодиться? Виталий, вы хотите что от меня сейчас? Как при помощи кодов и что? Можно? Можно. Как? Читайте коды от онкологии, читайте коды для молодости. Как? Читайте. Как? Читайте. Ответил, да. Теодора Тодорова. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Вопрос. Как излечить боль в шее? Головокружение. Ушная боль вследствие остеоартроза. Ушная боль вследствие остеоартроза и остеопороза не может быть. Наследственно повышен холестерин, 20 лет бессонница. Он поэтому и повышен. Холестерин всегда повышается в случае, если у человека бессонница. Бессонница является следствием высокого количества адреналина, накопленного в нейроне и запертого серотонином. И необходимо для этого специальные препараты, которые называются антидепрессанты. Скорее всего, нового поколения, там агамелатин или там мелитор, или, возможно, агнести, или какие-либо еще. При этом в случае, если бессонница не исчезает, то в дальнейшем назначение препарата нейролептика, такого как кветерон, может создать условия сна, то есть помочь человеку справиться и с этим. Все это необходимо делать в стационаре и под присмотром врача-психиатра. А боль в шее, так она будет. Почему? Потому что, скорее всего, происходит тромбоз сосудов, там, происходит стеноз сосудов на фоне высокого холестерина. И это все необходимо как раз контролировать. И это все необходимо устранять прежде всего, начиная с психиатрии в вашем случае. Можно ли чем-то помочь? Ну, не знаю я. Можно, наверное. Но это точно не остеопороз. Почему голова кружится? Там, наверное, происходит окклюзия сосуда или уже стеноз сформировался. Необходимо сделать сейчас исследования шейных артерий. Очень жаль вам это говорить, но начните с этого. Начните с посещения врача-психиатра, начните с посещения врача-кардиолога, невролога. Осмотр пусть сделают исследования сосудов шейного отдела, коронарных сосудов исследования, для того, чтобы установить правильный диагноз, после этого сформировать правильное лечение. И вот в следующий раз, когда у вас будет диагноз, задайте мне этот вопрос еще раз. Я вам скажу, что делать. Помогите, пожалуйста, советом, что делать, как можно лечить мигрень. Дочка 7 год мучается головными болями. Ходили по клиникам, врачам кучу таблеток. Возьмите магнит обычный. Магнит такой, чтобы без дырки был. Когда у ребенка будет мигрень, она обычно возникает где-то вот здесь в лобной доле. Пусть вот этот магнитик поприкладывает к разным местам. К виску левой стороны. Если не перестала болеть, к виску правой стороны. После этого, если не перестала, пусть развернет магнит к виску левой стороны, к виску правой стороны. Или в любое другое место, можно просто сверху ставить магнитик, любое другое место. Вот магнитиками такими очень быстро убираются головные боли. Не знаю, как это, знаю, как это работает, но тем не менее это очень эффективно. Если мигрени такие фокальные, очень длительные, если при мигрени еще и тошнота, то нельзя голодать. Нужно набрать вес, потому что я очень часто замечаю, что кислородная недостаточность на фоне анемии, на фоне голодания, недоедания, на фоне стресса, повышения адреналина, на фоне повышения тестостерона, на фоне падения прогестерона.
Очень часто приводят девушек недостаточность физической активности, недостаточность белковой пищи, недостаточность глюкозы, это все там курение, неврозы, бессонницы, стрессы. Это все может в комплексе привести к вот таким активным, очень быстрым мигреням, которые могут быть особенно в утренние часы и так далее. Ну и зачем принимать препарат от мигрени, если нужно к этому подходить как к комплексному мероприятию? То есть смотреть, какие есть у ребенка нарушения комплексные. Спит или не спит, худеет или не худеет, доедает или не доедает, гуляет или не гуляет. Ну, там таблетку дать, ну так таблетка это самое простое. Нужно наоборот не упрощать болезнь, а рассматривать ее с позиции вот какого-то более широкого спектра. И смотреть, что повлияло, как она себя ведет, как она живет, нет ли у нее там стрессов сильных. И вот плавно это все адаптация к стрессам, увеличение сна, увеличение жирной пищи, увеличение употребления пищи вообще. Там гулять, там, какая-то жизнь, возможно, даже там встречаться с кем-то, какие-то там интимные отношения. Если это все не помогает, там проблемы, возможно, стоит искать там в функции щитовидной железы, поджелудочной железы. Может быть, запоры. Я знаю, что очень часто на фоне запоров могут появляться тяжелейшие мигрени. Но если есть запоры и на них мигрени, тогда кальций нужно подавать, витамин D3. И также давать еще и препараты. Также давать препараты для щитовидной железы. Хорошо. Скажите, тот, кто в Инстаграме смотрит, исчез звук, да? Хлопчик 13 років, тремтіть руки, коли щось бере, також все боїться, тремор собак, погано вчиться в школі, неуважний, дуже депрессия у ребенка. Нужно лечить депрессию антидепрессантами. Нужно идти к психиатру, это у вас депрессия, это не седативные препараты, нужны антидепрессанты. Нужно проверять у ребенка, проверять функцию щитовидной железы, такое может быть на фоне L-тироксина, L-тирозина. Нужно проверять функцию поджелудочной железы, может быть даже надпочечников. Такое не свойственно мальчикам, не должно такое происходить. Ну и после этого коррекция уже препаратами медицинскими. Несколько лет мучает аритмия, как уйти от препаратов. Когда есть аритмия, берите за 3-й и 4-й палец, на одной руке тяните, а потом на другой руке, и аритмия исчезает. При аритмии, если очень долго длится, попробуйте походить на массаж. Массаж помогает при аритмии, баня помогает при аритмии. И следующее. У меня есть препарат, он называется NS-Card. Принимайте препарат NS-Card при аритмии, очень помогает. Ну что, ваше здоровье с доктором Дуйко. Сегодня речь шла о выпадении волос, аллопеции, а также о трофических язвах и о том, как можно, о том, какие препараты от онкологии выпустила или есть в моей компании. Я надеюсь, этот вебинар вам понравился. В случае, если у вас возникли на сегодняшний день или сейчас вопросы какие-либо, то вы можете перейти под данным видео в комментарии и задать мне данные вопросы. Я с удовольствием после окончания данной трансляции постараюсь на все эти вопросы вам ответить. Выздоравливайте, не болейте, и пусть уже заканчивается война. А я всем желаю счастья, любви, здоровья. Здоров'я ставте на перше місце. Здоров'я і життя. Ми цього варті. До побачення. Долбікарбінол, ми з твердої молочної залози запалені з нами документами. Дякую. Так, можна. В нас є такий препарат. Також приймайте бітулін. І є препарат такий, називається мазь для грудей. І цим препаратом мочіть грудь, щоб не було запалення. А так, до речі, якщо грудна залоза м'яка, то це може бути просто мастопатія. Таке буває також. Зимою може бути затвердення, і це може бути просто мастопатія. Але потрібно все ж таки звернутися до врача-мамолога, хай подивиться. Все, до свидания.